Это видео про страховку ОСАГО онлайн. А именно, что такое ОСАГО, как и где купить электронный полис ОСАГО онлайн. Досмотрев ролик до конца, вы также узнаете, каким онлайн-калькулятором ОСАГО лучше воспользоваться и как рассчитать полис ОСАГО онлайн. Страховые компании, которые имеют право осуществлять обязательное страхование транспортных средств, должны иметь на это лицензию. Кстати, советуем также посмотреть наш подробный ролик про автострахование, каких видов оно бывает, чем отличается и так далее. Страховку оформляет или владелец, или водитель автомобиля. Начиная с 2017 года все страховые компании обязаны предоставлять клиентам возможность оформления электронных полисов ОСАГО. Уже длительное время автовладельцам предоставлена возможность приобретения страхового полиса через интернет. При этом есть два способа оформления полиса ОСАГО. Первый – стандартный. Полис выписывается на стандартном бумажном бланке, который высылается почтой. Бумажный полис можно купить в режиме онлайн. Второй – электронный, или другими словами ОСАГО. Он высылается на электронную почту заказчика. Страховая компания должна быть официально зарегистрированным членом РСА. Это снижает вероятность подделки и мошенничества. Развитие электронного документооборота делает электронный полис ОСАГО востребованным не только в мегаполисах, но и в провинциях. Если раньше владельцы авто в маленьких поселениях предпочитали оформлять полис ОСАГО на стандартных бланках, то теперь все чаще можно встретить страховки, оформленные через интернет. Эксперты прогнозируют, что через несколько лет электронные полисы полностью заменят стандартные бланки. Отличие электронного полиса ОСАГО от бумажного. С точки зрения правомочности, оба вида полиса имеют одинаковую юридическую силу. Внешний вид полисов также идентичен. Отличие заключается в отсутствии на электронном полисе защитных знаков. Они просто не нужны. Данные страхователя занесены в единый реестр, находящийся в базе РСА и МВД Российской Федерации. Они есть на официальных сайтах данных организаций и где каждый сотрудник ГИБДД может проверить любого автовладельца на наличие страховки. Преимуществом оформления электронного полиса является то, что мошенникам проще и быстрее подделать бумажную версию страховки, так как электронную подделать сложнее. Кстати, о том, как проверить полис ОСАГО на подлинность в базе РСА, мы рассказывали в прошлом ролике. Обязательно посмотрите его. Как купить полис ОСАГО онлайн? Пошаговая инструкция оформления электронного полиса ОСАГО. Шаг 1. Выбор страховой компании. Итак, на этом шаге перед вами предстает огромное количество всевозможных ресурсов, обещающих быстро и выгодно застраховать автомобиль через интернет. Не спешите гнаться за дешевизной и другими преимуществами, которые обещают онлайн-продавцы. К данному вопросу надо подходить максимально тщательно, взвесив все «за» и «против», так как мошенничество на рынке ОСАГО весьма распространено. На что же обратить свое внимание? Мы рекомендуем заказывать полис только на сайтах страховых компаний. Во-первых, это обойдется дешевле, чем у перекупщиков и всевозможных страховых брокеров. Во-вторых, вы гарантированно обезопасите себя от дешевой подделки. Согласитесь, зачем вам лишние проблемы? На официальном сайте компании стоит выяснить, есть ли у нее лицензия на осуществление деятельности по заключению договоров ОСАГО, выданная в установленном порядке Российским союзом автостраховщиков. Имеется ли рейтинг, присвоенный специализирующейся на оценке надежности компанией-организацией? Наиболее известным и авторитетным рейтинговым агентом для страховщиков в России считается «Эксперт РА», а самой высокой оценкой благонадежности компании будет присвоенный им рейтинг А++, что означает исключительно высокий уровень надежности. Не лишним будет ознакомиться со статистикой страховых выплат и отзывами клиентов. Определиться со страховой компанией вы можете самостоятельно, либо выбрать компанию на официальном сайте РСА. Для этого понадобится на главной странице сайта выбрать вкладку ОСАГО и перейти по ссылке «Члены РСА, осуществляющие оформление электронных полисов». Шаг 2. Регистрация на сайте и вход в личный кабинет. Процесс регистрации простой. Система предлагает заполнить анкету, в которой указываются контактные данные, номер мобильного телефона. Он необходим для подтверждения кода идентификации.
После ввода полученного кода подтверждения клиент получает доступ в закрытый отдел платформ. В некоторых компаниях имеется возможность зайти на сайт страховой компании через портал госуслуг. Шаг 3. Ознакомление с процедурой заключения договора ОСАГО онлайн. Выберите раздел сайта, где вам будет предложено оформить полис онлайн, и внимательно ознакомьтесь с установленными правилами и тарифами. Хотя базовые ставки на ОСАГО и устанавливаются государством, цены в разных компаниях могут незначительно варьироваться. Вполне возможно, что к полису ОСАГО вам будут предлагаться дополнительные услуги или страховые продукты. Идти ли на такие условия, решать вам. Но помните, что по закону страховщики не имеют права отказывать в заключении договора ОСАГО, в том числе если клиент не желает приобретать дополнительных опций к полису. Шаг 4. Заполнение предложенной формы. Для заполнения формы держите под рукой следующие документы: паспорт, водительское удостоверение, СТС, ПТС, диагностическую карту. Ниже приведен пример, как выглядит форма при расчете стоимости страховки ОСАГО онлайн. В форме на сайте для заключения договора ОСАГО онлайн вам будет предложено внести следующие данные. Первое. Фамилия, имя, отчество страхователя, адрес его проживания и дату рождения. Второе. Серию и номер паспорта. Третье. Серию и номер водительского удостоверения. Четвертое. Общий стаж вождения. Пятое. Марку, модель и категорию транспортного средства. Шестое. Год выпуска, мощность двигателя и регистрационные номера транспортного средства. Седьмое. Даты выдачи ПТС и диагностической карты. Восьмое. Данные о периоде, в течение которого предполагается использование транспортного средства. Девятое. Сведения о лицах, допущенных к управлению. Шаг 5. Оплата услуг. Оплата производится в рублях посредством списания денег со счета банковской карты, либо другими предусмотренными у страховщика способами. После поступления оплаты заявка принимается в работу. Шаг 6. Получение полиса. После проверки формы по базе РСА клиент получает уведомление о готовности страхового полиса и может получить его как лично в офисе компании, так и посредством курьерской доставки. При оформлении электронного полиса ОСАГО на электронный адрес страхователя приходят все необходимые документы, в том числе и сам полис ЕОСАГО. Все дубликаты присланных документов будут доступны в личном кабинете на сайте страховой компании. Если вы оформили электронный полис ОСАГО, то его желательно распечатать. У некоторых страховых компаний есть возможность заказать полис на стандартном бланке, его пришлют почтой. Оплата доставки в таком случае производится за счет страхователя. Важно знать, каждый инспектор ГИБДД должен иметь доступ к базам данных МВД Российской Федерации для возможности проверки полиса вне зависимости от способа его оформления. Как рассчитать ОСАГО онлайн и каким калькулятором воспользоваться? Расчет стоимости полиса ОСАГО осуществляется на основании коэффициентов, поэтому рассчитать полис ОСАГО онлайн можно только с учетом следующих факторов. БТ – базовая ставка или базовый тариф. Зависит от категории транспортного средства, указанной в СТС или ПТС. В случае, если по документам категория и тип транспортного средства не совпадают, Центробанк предписывает руководствоваться данными, указанными в строке «Категория». Окончательная величина БТ определяется страховщиком. КТ – территориальный коэффициент. Зависит от территории использования транспортного средства. Определяется по месту прописки владельца автомобиля. Для городов значение будет выше, чем для сельской местности. КБМ – коэффициент бонус-малус. Зависит от наличия или отсутствия страховых случаев по предыдущим договорам страхования. Чем выше число страховых случаев, тем выше его величина. КО – коэффициент ограничения. Зависит от того, предполагается ли использование транспортного средства неограниченным кругом лиц или только конкретно оговоренными в договоре страхования водителями. КВС – коэффициент возраста и стажа водителей. Зависит от возраста и стажа водителя, допущенного к управлению транспортным средством. В случае, если к управлению допущено несколько лиц, выбирается наибольший коэффициент из всех водителей. КМ – коэффициент мощности. Зависит от мощности транспортного средства. С увеличением мощности автомобиля возрастает и величина КМ. КС – коэффициент сезонности.
Отражает период использования транспортного средства. Если полис заключается на срок менее 1 года, то его величина уменьшается. КП – коэффициент срока. Отражает срок страхования. Его величина колеблется аналогично величине КС. Законодательством предусмотрено применение еще нескольких коэффициентов. Например, для лиц, эксплуатирующих прицепы к транспортным средствам, но их используют только в особых случаях. Для расчета стоимости полиса ОСАГО онлайн можно воспользоваться калькулятором по ссылке в описании к ролику, либо на калькуляторе страховой компании. Более подробно о том, как рассчитать полис ОСАГО, смотрите в одном из роликов на канале Жажда Про. От вас потребуется лишь заполнить требуемые формы в соответствии с документами на автомобиль, и буквально через пару секунд система рассчитает актуальную стоимость страхового полиса. Полезно применять онлайн-расчеты также для проверки на предмет необоснованного завышения цены договора ОСАГО со стороны страхового агента. Недобросовестные сотрудники страховых компаний имеют привычку искусственно увеличивать цену полиса, применяя повышенные коэффициенты. Где купить полис ОСАГО онлайн? Российский рынок автострахования представлен десятками страховых фирм, которые имеют право оформлять страховые полисы ОСАГО онлайн. В описании к ролику представлены наиболее надежные среди них. Перейдите по ссылкам в описании к ролику для выбора максимально выгодных условий обязательного автострахования. Напоминаем, что вы всегда можете найти больше информации на канале Жажда Про и в описании под каждым видеороликом. Если вам понравилось видео, поддержите лайком и комментарием. Подписывайтесь на канал и до новых встреч!